Всем привет! У нас немного необычная сегодня постройка, потому что это не дом, это не общественное место, это такой себе морской лагерь для, ну, не отдыхающих, может быть, они здесь все-таки живут. То есть я предполагала, что это для повседневной, так сказать, жизни, не для отпуска место. То есть здесь есть все необходимое. Просто за счет того, что на Сулане постоянно тепло, здесь не бывает зимы, не бывает снега, то вполне себе можно позволить на открытом пространстве сделать кухню, сделать переход в ванну и так далее. Ну, в итоге у меня такой вот открытый дом, секция домов, домики, я не знаю, как это назвать. В общем, для жизни на острове, прям совсем-совсем на острове, куда можно добраться только используя водный транспорт. В принципе, наверное, эта постройка навеяна тем, что сейчас невозможно отдохнуть, никуда полететь нормально. И мне хотя бы немножко захотелось море увидеть, поплескаться в нем хотя бы мысленно. Или чтобы мои силы там поплескались, я пока сюда никого не заселяла. В этом комплексе, лагерном комплексе есть все необходимое. Здесь есть 2 основных домика, которые используются как жилые, получается, просто помещения. То есть в одном будет спальня на 2 человек или на 1 человека, это уже как вы захотите. Второй домик, он под нескольких человек. Возможно, это дети, возможно, это их родители, бабушки, дедушки, это уже как вы сами захотите. Но есть полноценная вторая спальня на 3 человек и есть спальня на 2 человек. Также отдельно идет туалет и ванны. Я сделала по 2 туалета и 2 ванны, то есть не совмещенные, чтобы могли спокойно перемещаться достаточно много людей. Кстати, я подумала о том, что, возможно, 100 детей тоже можно здесь поселить. Но мне кажется, это как-то необычно. Плюс у этого лагеря есть своя такая мини-пристань, где можно отъезжать от нее, где можно купаться, можно рыбачить. В общем, все свое, что необходимо для пляжного отдыха, все есть. Кухня сделана на открытом воздухе, то есть она под крышей, и одна стенка у нее есть, на которой расположены там всякие шкафчики. Но сама по себе кухня без плиты традиционной, я чуть не захотела это делать, мне показалось, это немножко странно будет. Поэтому там стоит на самом деле гриль. И стоит обеденный стол, совмещенный 2 небольших стола, чтобы все равно я предполагала, что здесь будет много достаточно людей жить. Ну, как мне кажется, то есть не обычная там семья из 3 человек, а все-таки как-то побольше, им будет комфортнее, если будет большой обеденный стол у них в распоряжении. Также есть место для отдыха под таким навесиком небольшим. Ну, то есть там есть камин, и потом я расположу еще там диванчики, столик. То есть это такая лаунж-зона, можно сказать, где можно просто посидеть, отдохнуть. Конечно же, есть большое кострище, вокруг которого разложены складывающиеся стульчики, которые тоже можно убрать, можно поставить. Это уже как вы захотите. Но, в принципе, внутри, между этими домиками я расположила такую зону для совместного отдыха, времяпрепровождения. Телевизора здесь нету, мне кажется, можно просто смотреть на море и наслаждаться жизнью, а не пялиться в телевизор. Но если, опять-таки, вы захотите, можете поставить. Но ноутбуки, кстати, здесь есть, то есть можно отдыхать, работать, учиться, ездить иногда в город, потому что лодку и мотоцикл, водный мотоцикл я поставила для того, чтобы они смогли перемещаться. Я ни разу, кстати, не играла именно на этом участке, потому что он совсем изолированный от других. Возможно, придется как раз-таки на этих видах транспорта добираться до туда, докуда нужно, на вашим симом. Получилось достаточно атмосферненько. Мне очень нравится, как это все выглядит ночью. То есть я здесь практически все освещение располагала именно в ночном режиме, чтобы понять, как это все светится. И мне, конечно, ночью больше всего нравится, потому что это как-то все так красиво, все светится, море, пляж, песок. В общем,
В этом что-то есть, в этом что-то есть. Вижу. Мне очень захотелось там пожить, если честно, при том, что я не очень люблю такой вид отдыха, когда, ну, когда нет цивилизации, мне сложно. Но учитывая то, что здесь цивилизация есть, есть и обычный туалет, обычный душ, просто до него нужно немножко дойти, то, в принципе, даже самых привередливых, таких как я думаю, я бы спокойно здесь жила, наслаждалась жизнью, что можно утром встать, раздвинуть входную дверь и пойти купаться сразу, сразу. Потом зайти в душ, ополоснуться, пойти на завтрак. И, в общем, мечты, мечты. И, конечно, для стирки на всякий случай я здесь поставила веревку и ну, примитивную стиральную машину в виде тазика и ребристой поверхности. Так что, в общем, все необходимое здесь есть. То есть это обычная жилая зона, в которой может, на самом деле, много людей жить, но она в таком живописном месте, и так все обставлено, что, например, если ваши сильные фрилансеры, они, я думаю, спокойно здесь смогут жить, да и обычные тоже. Но уходить отсюда мне бы не хотелось, на самом деле. Я бы здесь немножко почилила, повалялась бы. Ну, не на песочке, но в тенечке я бы точно здесь залегла. Все, приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео.